Девушки, ролик для вас. Что не стоит делать в Грузии, чтобы не разочароваться в мужчинах? Мадлоба. У каждого грузина есть своя черта. Своя уникальная черта. И она заключается в том, что каждый грузин способен заставить вас поверить в то, что вы это самое лучшее, что случилось в его чудесной жизни там за 40 лет в первый раз. То есть вы это то, что вообще случилось как манна, он вас увидел, вы поразили его в самое сердце, и он прямо сейчас готов на вас жениться. Мадлоба. Прежде чем мы продолжим, друзья мои, не забывайте написать комментарий под этим видео, поделиться видео. Мы сохраним душевную целостность многим девушкам, если они посмотрят этот ролик до того, как сойдутся с грузином в свадебном танце. Я уже предвкушаю то, что как грузины будут смотреть на меня очень криво, очень косо, но надо дать им должное. Это те парни, в отличие от турок, которые умеют ухаживать, умеют красиво петь, умеют красиво рассказывать, умеют красиво расширять горизонты. Но, к сожалению, есть чаты в Телеграме, где я читаю иногда слезливые истории девушек, и они, в принципе, все, как салат оливье, одинаковые. Все начиналось хорошо, он встретил ее случайно, она обожгла его сердце, и он убедил ее, что она лучшее, что случалось с ним в его чудесной жизни. Он пел красивые песни, стоял на коленях, дарил красивые цветы и обещал познакомить с мамой, но вот случился тот день, когда уже должна быть поездка к родителям, и он пропал. Дальше идут варианты. Он пропал, оказалось, что таких, как у него, очень много. А в чем же здесь соль? Соль в том, что у грузин очень хорошо настроен радар на новичков. Вот смотрите, я приехал сюда с супругой, и первые 2 месяца ей грузины уделяли знаки внимания. После этого она уже превращается в местную, она уже знает, куда идти, она уже знает там туда-сюда, и по отношению ее уже понятно, что она здесь не новичок. И спустя 2 месяца, 3, как бы мне это обидно не было признавать, интерес сразу пропадает. У них какой-то встроенный локатор. А потом я начал общаться с грузинскими женщинами, с мужчинами, и понял, что очень часто для меня было непонятно, почему многие грузинки относятся к русским мужчинам, ну так, посредственно, а к русским женщинам, ну скажем так, без улыбки, назовем это так. Оказалось все довольно просто. Грузинские женщины, они, опять же, мое сугубо личное мнение, они недолюбливают русскоязычных женщин. Почему? Потому что они, виляя бедрами, соблазнительно идя там красивой походкой по туристическим местам, они привлекают грузинских мужчин, и у них вот такая, как это, прям энергия бурлит, и в этом случае как бы все понимают. Да? И вот мне одна женщина, кстати, продавщица в магазине, рассказала одну историю, что ей мама сказала, что раньше очень многие из их города уезжали там в Россию на заработки, и оказывалось там по прошествии, что там у них тоже была семья, там жили на 2 семьи, на 3 семьи, там, да, и у каждого там грузина должна быть дом, машина, семья и русскоязычная любовница. Вот нарицание грузинских женщин все устраивало. Машина, семья, квартира, там, дом, но наличие русскоязычной любовницы не устраивало, и поэтому вот такое пренебрежительно. Но это скорее такая история больше как легенда, да, но не более того, потому что здесь ролик о том, чтобы предупредить девушек, не поддаваться на провокации многих грузинских мужчин, потому что я вот точно уверен, что у многих мужчин Грузии настроен локатор. У них свой там такой есть эхолот на новичков, на тех, кто только-только приехал в Грузию, и эти мужчины могут спокойно себе позволить забанить к себе эту такую неопытную рыбку. Нет, скорее всего, есть случаи, где все случилось хорошо, и это правда. Потому что у меня есть несколько знакомых, которые живут душа в душу с теми, кто приехал в Грузию, и этой девушке осталось. Но количество людей, я опять же аналитик, количество людей, которые послушали сказки и остались у разбитого корыта, кратно больше. Подумайте над этим и не забывайте подписаться на наш канал, а мы продолжаем.